Привет, меня зовут Митя Савелов, вы смотрите Change Life, где мы разговариваем с людьми о том, как они изменяют мир к лучшему. И сегодня в гостях у нас Екатерина Дмитриева, автор петиции, очень громкой петиции, против отстрела бездомных животных перед чемпионатом мира по футболу, а также вы глава фонда защиты городских животных. Да. Спасибо большое, что согласились прийти и поговорить с нами. Спасибо за приглашение, Митя. Я хотел бы спросить у вас вот что, начать с чего. Я знаю, мне очень интересно, как вы вообще пришли в эту деятельность? Что сподвигло вас начинать кампанию, вести какую-то общественную деятельность по защите прав животных? Я по профессии дизайнер интерьера, и однажды меня наняли проектировать контактный зоопарк в торговом центре. И произошла такая ситуация, когда я приступила к проектированию, я попросила у заказчика какие-то нормы, требования, которые могли бы регламентировать мою деятельность по проектированию. И ситуация такая, что ни одних норм, которые бы как-то помогали в этом или как-то бы меня ограничивали, да, мою фантазию, нет, и которые защищали бы животных от негативного воздействия пространства. Нет ни одного. Я начала искать, я начала копаться. Ничего нет. Вообще, то есть я как дизайнер, да, при проектировании квартиры, допустим, да, или какого-то пространства, я не могу свободно передвинуть стену, да, я не могу свободно поменять местами стояки, сантехнические приборы. Для всего должен быть проект. Должен быть проект, потом экспертиза, пройдешь экспертизу, не пройдешь экспертизу. То есть это достаточно такой длительный большой путь перепланировки. Но при этом контактный зоопарк, что меня поразило, что нет ни одного ведомства даже, которому я должна принести этот проект на согласование, что у меня будут такие-то животные. Мы для них сделали такое-то пространство, подходит оно, не подходит, да, потому что там сова – это одно, сурикат – это другое, там зайчик, кролик, козленок и так далее. И это, конечно, меня поразило, потому что такая огромная сфера, и при этом она совершенно никак не контролируется государством, она не регламентируется. Я начала дальше идти в эту историю, начала узнавать, есть ли вообще у нас, какими законами вообще у нас защищены животные. Оказалось, у нас нет таких законов вообще. То есть наша страна по уровню защиты животных находится где-то в самом конце списка. Да, мы уже не говорим там про европейские страны и так далее. Мы даже уже отстаем от Индии в этом вопросе. Интересно. Примерно я представляю, что это такое, да, контактный зоопарк. Вот мы видим вот эту трагедию, которая произошла, да, там помимо, естественно, того, что трагедия человеческая, там еще 200 животных были в контактном зоопарке, в клетках сидели, и, естественно, даже нет пути... Про Кемерово, да, говорите? Да, про Кемерово, да, нет пути, нет никакой эвакуации этих животных. В каких там они условиях содержались. Ну, это просто любой человек может этих животных туда посадить, там 25 сурикатов, 35 кошечек, кроличков и так далее. Да, и ни одно ведомство не придет и не спросит, как им вообще живется, и нет ответственности за это, за смерть этих животных и так далее. Ну, вы, вот эта кампания, которую вы ведете сейчас, в чем проблема? Именно почему чемпионат мира? Ну, чемпионат мира... Точнее, как чемпионат мира повлиял на ситуацию с животными? Что там именно произошло? Чемпионат мира, дело даже не в том, что чемпионат мира повлиял на эту ситуацию. Да? Дело в том, что когда все начали говорить зоозащитное сообщество, да, о том, что сейчас грядут зачистки и животных надо прятать, надо строить какие-то временные передержки, надо волонтерам по максимуму забирать животных с улиц. Да, было непонятно, почему вообще такая истерия вокруг этого. Да? И у нас система зачисток, она достаточно такая, она укоренившаяся. Это у нас такая, она скрепная история зачисток перед всеми культурно-массовыми мероприятиями. Я говорила с волонтерами, такими, которые уже в возрасте, что творилось перед Олимпиадой 80, когда зачистили даже птиц. То есть это наша действительно такая российская традиция. Вот. И животных прятать необходимо. А если мы говорим о том, что мы не готовы жить с животными вместе, если мы не готовы их видеть на улице, у нас либо фобии, либо какие-то страхи, либо просто мы накручены, да, мнимыми вот этими мифами про болезни, да, если мы говорим о том, что их надо прятать, совершенно логично, что их надо просто убить, потому что это дешевле. То есть эта кампания, она как раз же против конкретно тендеров, которые были объявлены? Она против тендеров, да. И
дело в том, что тендеры, они существуют всегда, они существуют не только в городах чемпионата мира, но, конечно, мы просто не упустили шанса воспользоваться таким крупным международным событием, просто чтобы привлечь внимание. И мы сейчас говорим об 11 городах, и эта сумма 110 миллионов рублей, да? А если мы это все мультиплицируем на всю страну, да? И это платим мы с вами. Да. Это платит, по сути, население платит за убийство. Это колоссальные суммы ежегодно. Это очень интересно, потому что, мне кажется, большинство людей не сопоставляет вот эти два факта. Интересно, потому что, на самом деле, на Change.org я же вижу постоянно, какие петиции становятся там более активными или популярными. И мы видим, что петиции по правам в защиту животных, они одни из самых популярных. То есть они объединяют огромнейшее количество людей. И ваша компания в этом смысле очень классный пример. Вашу петицию сейчас подписала... 1 643 000. 1 643 000 человек. Вот. И при этом, мне кажется, даже эти люди не могут сопоставить вот этот факт, что на самом деле своими налогами мы платим как раз за эти тендеры. Мы оплачиваем убийство, конечно, этих тендеров, но я вам могу более сказать. Мы обжалуем тендеры через прокуратуру, через Федеральную антимонопольную службу. Какие-то удается отменить, но дело в том, что штрафы, ну, они просто копеечные. Вот сейчас пришел у меня ответ из прокуратуры, что выписали административный штраф главе поселения, который разместил этот тендер. Убили животных на 600 тысяч, закупка уже состоялась, исполнитель деньги получил, акты уже подписаны. Да, на 600 тысяч он разместил тендер, животных убили, а штраф на все 3000. То есть мы сначала убили животных, мы заплатили, а потом мы же заплатили, потому что это из того же самого бюджета мы же заплатили штраф за это человека. Но ситуация просто катастрофическая. Ну и ситуация беззакония. Да. Поэтому, наверное, и петиции зоозащитные, они набирают столько количества людей, и количество самих петиций, оно постоянно создается, потому что это единственная возможность хоть как-то быть услышанным. Но я тоже писал эту петицию, потому что, конечно, это важная тема. И я видел в обновлениях в этой петиции, что вы говорили, что все-таки некоторые тендеры были отменены благодаря вашей работе. Вы знаете как? Достижения, да, есть определенные достижения, допустим, что когда мы, наша команда, пишем, допустим, в прокуратуру, то, по крайней мере, прокуратура уже слышит, они понимают, что тема на слуху, что тема как-то контролируется, я прикладываю протокол встречи с правительством, да, и просто результат это 3000 штраф, понимаете? Что-то удается действительно отменить. Но это, опять же, мы не говорим о политической воле не убивать, мы не говорим об массовой отмене тендеров, мы не говорим о моратории на убийство. Это просто разовая история, которая написана, и где-то там же человек на месте, прокурор, который получил эту бумажку, он по ней отработал. Да. Может быть, он не отработал бы по ней полгода назад, он бы просто ее положил бы в долгий ящик, и мы бы никогда не узнали, что там дальше. Сейчас, по крайней мере, есть какой-то процесс. Видимо, какие-то культурные изменения, какие-то ментальные изменения должны происходить у людей, потому что я хочу сказать еще вот что меня очень радует и поразило в вашей конкретной работе, в вашей компании, и в этом смысле, мне кажется, это будет интересно всем, кто смотрит серию этих разговоров, это то, что вы уникальным образом смогли добиться внимания самых ярких звезд и публичных людей. Вы не могли бы подсказать, потому что я знаю, что очень много людей пытаются это сделать. Как вот так вот поднять в этом, как добиться внимания публичных людей, как поднять вопрос на уровне федеральных каналов? Есть у вас какие-то подсказки? Ну, вы знаете, во-первых, любое наше письмо, во-первых, у нас была группа в соцсетях, любой наш пост, он сразу же переводился на английский язык, тем самым мы могли привлекать иностранных пользователей. Да? Любое наше письмо, первое письмо, которое мы рассылали, оно было переведено, по-моему, на 9 или 11 языков. То есть мы рассылали по иностранным СМИ, мы рассылали в консульство стран, которые участникам чемпионата мира, в посольство. Мы рассылали по всем зоозащитным организациям письмо, и оно было на языке страны, понимаете? И, во-первых, это. Во-вторых, мы рассылали письмо, это просто была методичная работа. Садишься, и в день ты рассылаешь, допустим, 150 игроков. Допустим, Португалия. Вы же не одна, я понимаю, что у вас... Это все в соцсетях. Нет, мы все сорганизовались исключительно в группе на Фейсбуке. Потом, как удалось привлечь звезд?
мы просто общались, что можно еще сделать, написали письмо. Все письма у нас выложены тоже в группе, любой человек может его скачать, изменить шапку, что-то изменить. Тоже на многих языках все переведено и отправить от себя. И многие люди действительно присоединялись, брали эти письма. То есть это, во-первых, информация очень открыта, во-вторых, она систематизирована. Есть группы, есть файлы группы, все письма называются, они переведены. Пожалуйста, бери, отправляй. Есть, мы делали, формировали списки, формировали листы рассылок, допустим, личные соцсети футболистов такой-то сборной, футболистов такой-то сборной, зоозащитная организация по странам, по языкам и так далее. То есть была такая именно систематическая работа. Вот. Ну и потом, когда пришла идея все-таки обращаться, наверное, к нашим звездам, да, то мы завели Инстаграм и просто начали так же методично просто рассылать всем, я не знаю, в день сколько писем рассылалось, да, ну вот. Это все вот эти люди, с которыми вы были связаны виртуально? Просто виртуально, мы даже не знакомы до сих пор ни с кем. Вот лично еще ни с кем не знакома. Но команда получилась действительно, которая одна девушка, она россиянка, она живет в Турции, она вела работу, она рассылала и письма наши, и петицию, и Совет Европы, и общалась с организациями, которые... Ну, это просто, понимаете, это по всему миру. Получается, у нас есть какие-то люди, которые кто-то рассылал письмо спонсорам. Девушка живет уже, россиянка, живет в Америке, она общалась со спонсорами, рассылала, да. Вот это классно, это просто, мне кажется, то, что очень многие люди не понимают, возможность там интернет-технологий, да, они абсолютно безграничны. В этом смысле то же самое с петициями. Если раньше для того, чтобы составить петицию или как-то организоваться вокруг петиции, людям нужно было обойти каждую дверь, постучать, рассказать, собрать подписи только в своем городе, то интернет-технологии позволяют это делать, допустим, мгновенно и собирать людей из совершенно разных стран. То же самое у вас с сетями и с петицией в том числе, конечно, потому что это люди, которые, вот как вы говорите, один тут, один в Америке. Это просто уникальная, классная ситуация. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, должен быть, изначально надо дать этому посыл какой-то, толчок. Изначально должны быть какие-то уже документы, с чем работать, потому что если это просто вот что-то, вот одна эмоция, да, то это, к сожалению, эмоция останется, да, должна быть фактура. И она должна быть очень четкая. И я думаю, что если бы не было отработан вариант именно скрины, у нас же есть все скрины всех тендеров. Есть ссылки на каждый тендер, она есть ссылка, человек может ткнуть туда мышкой и перейти на эту закупку и понять, что это не фейк, это действительно существует. Да? И вот это именно то, что это доказанная фактура, что это действительно так, что это не просто голые эмоции, там кого-то убили или там кого-то, у нас тут загазованность и так далее, да, а что, мне кажется, что именно существование конкретных доказанных фактов, вот это и дало толчок, потому что человек видит, любой человек, да, даже там звезда, какой-то селебрити, да, ввязываться в неизвестно чего, в эмоцию, это сомнительно, а когда ты видишь... Есть заказ, да, есть тендер, есть убийство, есть сумма, которую заплатили за убийство, есть количество животных, которых надо уничтожить, есть конкретный человек, ответственный из муниципального образования, который ее разместил, и уже на сайте госзакупок видно, кто, извините, этот ловец, этот швондер, который берет эти заказы, идет и просто вот, а потом приходит, извините, и с нами там в метро едет на соседнем сидении. Но есть и четкое требование, либо какое-то предложение конкретного решения. В вашем контексте это конкретно остановить эти тендеры, правильно? Мораторий на тендеры, мораторий на убийство. Да. Просто мораторий до разработки конкретных каких-то механизмов по регулированию. У нас государство не знает, что делать. Да. Действительно, оно еще, либо общество еще не готово, оно не понимает. Может быть, оно уже не готово убивать, уже вот оголтело, не готово убивать оно. Все-таки я это вижу прекрасно, я же общаюсь с людьми, я это наблюдаю. Но оно, может быть, еще не созрело понимание, что надо делать. А какие альтернативные решения тогда? Допустим, контроль численности или... То есть приют, я так понимаю, почему приюты не развиваются? Может быть, это как-то дорогостоящее или... В чем? Ну вот смотрите, Митя, что могу сказать насчет альтернативы. Да, альтернатива у нас, дело в том, что у нас по законодательству, да, у нас регулирование численности начинается со слова «отлов». То есть оно уже животные, неизвестно, как они появляются, неизвестны пути возникновения этих животных на улице. Государство борется уже с существованием, то есть оно борется с этими несчастными бездомышами. Да. Понимаете, оно начинает свою работу по регулированию численности оттуда, а это должен быть там следующий, это должен быть очередной шаг, да, который ты отлавливаешь, сначала ты контролируешь разведение этих животных, правильно, чтобы люди их просто так не плодили бездумно, или не зарабатывали на несчастных этих животных, которые по 6 лет, пока не могут рожать, они сидят в этих клетках, потом просто их точно так же усыпляют. Да. То есть собаки, животные, они по 6, по 7 лет, пока они в состоянии, они даже не выходят на улицу, потому что, они бесконечно просто репродуктивны.
эффективный какой-то аппарат сидит. И это тоже сфера никак не регулируется. Как люди, которым не безразличны права животных, ситуация с животными, как, конечно, кто хочет протестовать против этих массовых отстрелов, как они могут помочь вам в вашей компании? Как они могут подключиться? Ну, смотрите, у нас в группе в Фейсбуке у нас есть инструкция по обнаружению этих тендеров. Любой человек может зайти, скачать эту инструкцию, она элементарная, найти этот тендер. У нас есть обжалование в прокуратуру. У нас висит инструкция, образец рыба, который подходит под большинство случаев, потому что все они практически как под копирку. Они все разные, но нарушения у них одни. По этим нарушениям у нас есть инструкция для обжалования через Федеральную антимонопольную службу. Любой человек может просто найти, взять свой регион. Понимаете, мы сидим в Москве, и хватаемся, и Ульяновск схватились, побежали, там какая-то Пенза схватились, побежали, Воронеж, Ярославль, Московская область, везде, но это просто невозможно. Конечно, нужен человек на месте, который живет, я не знаю, образно в Липецкой области. Он взял тендер, и он отрабатывает по Липецкой области. Он через какое-то время он будет знать уже всех этих прокуроров, он будет знать этих глав этих образований, он сможет уже выстраивать диалог, он уже будет как вот частью этого процесса, понимаете, сможет на него влиять уже изнутри. Скажите вот еще один такой вопрос. Что происходит с законом о защите животных? Он же, по-моему, в Госдуме лежит уже что-то около 10 лет, законопроект, нет? Он лежит в Думе. Ну, во-первых, ситуация началась с того, что наш нынешний президент Владимир Путин в 2000 году, по-моему, это было в январе, он наложил вето на закон о защите животных. Формулировкой «нет предмета правового регулирования». И с тех пор так он и лежит. Потом его в 2011 году инициировали заново его рассмотрение. И вот в 2017 году его обещали принять. И, кстати, там есть фраза о запрете контактных зоопарков. Да, по крайней мере, какую-то часть смертей можно было бы избежать. Ну, он опять лежит, понимаете, его обещали принять в октябре, в ноябре, потом его обещали принять после Нового года. Сейчас, естественно, опять его неизвестно, когда примут ли его вообще. И, честно говоря, почему у нас пестуется так живодерская политика, я просто не представляю. Да. И весь народ, у нас, понимаете, у нас волонтерское движение, самое сильное движение в России. Никакому движению, кроме зоозащитного, просто неподъемно провести одновременно акции в 100-200 городах. Это просто невозможно. А у нас люди организовываются, выходят с одним требованием: защитите наших животных, хватит убивать. Да. Вы, Екатерина, как раз очень круто умеете использовать эти онлайн-технологии, потому что это просто самое простое средство объединения и координации действий людей. И ваш случай, вот ваша компания, это для меня вот такой действительно показательный, да, пример, потому что я уверен, что у вас получится организовать людей. Я знаю, может быть, вы слышали про историю Ольги Рыбковской, которая вела свою компанию за доступ близких в реанимацию. Она работала очень схоже, как и вы, потому что она из тех людей, которые подписали ее петицию, сформировала группу волонтеров-психологов и группу волонтеров-юристов, которые были разбросаны по всем регионам в России и помогали людям, которых не пускают по каким-то причинам в реанимацию к близким. И вот это тоже как раз такой пример, потому что когда дело идет о регионах, то тут важно, конечно, использовать ресурс ваших людей, которые вас уже поддержали. Но без регионов вообще невозможно. Из Москвы, из какого-то центра невозможно дотянуться. У нас и регионов огромное количество, да, и людей много, и проблем везде. Особенно в зоозащите, может быть, в здравоохранении они схожи, да, но в зоозащите все-таки здравоохранение, оно руководствуется у нас федеральными законами, да, а защита... А правила по отношению к животным, по обращению с животными, они разнятся от региона к региону. И, конечно, невозможно, сидя в Москве, одновременно, мне, допустим, звонят из Липецка, да, а у нас вот что вот посоветуете? И тут же я что-то советую, да, у меня есть какое-то представление. И тут же звонят из Краснодара. У меня есть какое-то уже представление, там, что у них. Звонят из Красноярска, а я не знаю ничего. Понимаете, про Красноярск вообще. Я не знаю этих местных правил, которые там у них существуют. Ну, естественно, я могу там поднять, но это опять же время. Конечно, это нужно просто, чтобы люди на местах, потому что, к сожалению, с центра... Но это сетевая структура, как-то мы ее пытаемся создать. А есть подсказки людям, которые... Ну, вы уже ее создали, она у вас очень классно функционирует. А вы можете дать подсказки людям, которые как раз пытаются что-то такое начать? То есть как раз найти соратников онлайн, каким-то образом пытаться их организовать? Да, надо показать, надо продумать сначала технологию,
надо показать, надо составить, что ты хочешь сделать, каким образом. И сначала людей попросить повторить, понимаете, а потом люди уже включаются, потому что человеку, который не в теме, да, если, ну, допустим, в нашей сфере, если человек зоозащитник, ну, волонтер, да, и никогда не занимался какими-то документами, ему это очень тяжело просто вот так вот включиться и прочитать, если, ну, допустим, ну, совсем человек в другой сфере работал, у него нет никаких элементарных даже базовых юридических знаний. А попросить повторить, человек, когда читает, он вникает, он понимает, он получает ответ, допустим, из каких-то органов, и уже пошел процесс, человек уже может дальше там уже идти в свободное плавание, понимаете? А изначально привлекать людей в никуда помогите, я боюсь, это все останется на уровне эмоций. Конечно, потому что если нет конкретных способов и решений, каких-то... В этом смысле мы сейчас недавно запустили гид на Change.org для наших пользователей, где мы говорим о том, что предлагайте конкретные решения. Не просто называйте проблему, а предлагайте решение. Это гораздо будет эффективнее в привлечении людей, которые вас поддержат, потому что они поймут действительно, ага, я это сделаю вот таким путем. И в этом смысле тендеры — это как раз очень четкое, конкретное требование. Вот, мне кажется, собственно, поэтому, ну, я очень надеюсь. Я абсолютно уверен, что вы добьетесь результата. Спасибо большое, Мить, спасибо. У меня есть два последних вопроса, если можно. Первый такой. Если бы вы могли изменить что-то глобально в мире, но только одно, что бы это было? Изменить? Я бы изменила отношение людей к равнодушию. Я бы поменяла равнодушие на сострадание, на чувство. То есть отсутствие чувств поменяла бы на чувство. Очень интересно. А второй вопрос такой. Кого бы вы посоветовали, с кем бы вы, как вам кажется, нам нужно было бы сделать такое же интересное и очень важное интервью, разговор, который мог бы быть полезен людям, которые хотят что-то изменить? То есть кого бы вы номинировали, можно сказать, на свое место? Я думаю, что президент организации ВИТА Ирина Новожилова, которая много лет борется за права животных, очень концептуально подходит к вопросу. Все, вызов принят. Спасибо большое за ваше время и очень интересный и важный разговор. И спасибо вам. Это был Митя Савелов, а в студии у нас была глава фонда защиты городских животных, а также автор очень популярной на данный момент петиции против отстрела животных перед чемпионатом мира по футболу. Спасибо и скоро увидимся.